Сложно молчать о том, что произошло в Испании на прошлой неделе. Это ужасная трагедия, которая произошла 29 октября во вторник. Самая ужасная катастрофа произошла в Валенсии. Это наводнение. Оно затронуло, конечно, не только Валенсию, но и другие регионы Испании, в том числе провинцию Малагу, например, такие города, как Картама, Алла, Писара. Но городки провинции Валенсии просто в катастрофическом состоянии, и ожидается гуманитарная катастрофа. Хочу вам рассказать, что произошло, потому что, насколько я видела, судя даже по русскоязычному инстаграму, мало кто показывает эту тему. Вообще такое молчание, как будто вообще ничего не произошло. А это ужасная трагедия, которая уже унесет, я не знаю, мне кажется, тысячи жизней. Очень сложно посчитать. Я до сих пор нахожусь в ужасном шоке. Как только узнала о том, как можно помогать этим людям, везде размещаю информацию, куда можно принести вещи, различные продукты питания, средства гигиены или средства для уборки. Размещаю в своем инстаграм, также в телеграм. Там вся информация, куда что можно отнести. Потому что я смотрю, что все испанцы сплотились, и везде есть информация, которую они размещают. Среди русскоязычных я очень мало где что видела, практически ничего. И, кроме, естественно, конечно, жителей Валенсии, которые, и русскоязычное население Валенсии, которые постоянно что-то размещают. И они некоторые, я знаю, что недоумевают, когда смотришь на людей, например, Марбей, которые гуляют, веселятся, и как будто ничего не произошло. В Испании был траур с 31 октября по 2 ноября. Но самое ужасное даже не то, что люди, а вообще, почему все это произошло и какие последствия. Хочу вам рассказать причины. Я смотрела выпуски очень многих разных людей, испанцев, адвоката из Валенсии, известного телеведущего Икер Хименес, также различные интервью, комментарии. Конечно же, огромное количество видела видео в интернете от обычных людей, которые размещали, что реально происходит в этих городах Валенсии. Это даже сложно описать. Вызывает просто нереальный ужас. Такие видео кажется, как будто это какой-то фильм, кто-то это придумал, какой-то, не знаю, искусственный интеллект, когда машины, такой груда, одна на другой, весь город там по первый этаж полностью залит, что люди не могли спастись, и это просто ужасно. Давайте для начала я расскажу вообще, что произошло. На прошлой неделе во многих городах Испании был объявлен желтый и красный уровень опасности из-за приближающих ливней. В Малаге я такого ливня за 6 лет никогда не видела. Это началось, я помню, в понедельник ночью. Начался ливень и бесконечное сверкание молний. Там еще под утро град. В Альмерии, например, град был вообще очень крупный, что он просто разбил стекла машин. В Малаге все-таки мелкий, не такой. И сам ливень больше всего прошел, конечно, во вторник. То есть ночью это было еще цветочки. А в Малаге он просто был сильный, никаких серьезных последствий не было. А в Валенсии он принес нереальное разрушение и человеческие жертвы. Людей не оповестили, никто не осознавал, насколько это серьезно. Некоторые даже не знают, что будет такое наводнение. Когда начался ливень, это примерно 5 вечера, по данным, то есть вначале еще был небольшой поток воды, потом прорвало еще воду в самом первом пуэбло в Валенсии Чива, это было в районе 6 вечера, 6-6:30, и до других пуэбло уже ниже дошло, это в районе где-то 7:30, и уже к 8 вечера уже был затоплено по первый этаж. А оповещение о чрезвычайном положении, точнее о том, что вообще чрезвычайная ситуация вообще сейчас творится с ливнями и красным уровнем опасности, пришло только в 8 вечера, в 8:15. То есть когда уже люди уже тонули. Мне очень тяжело об этом говорить, это реально страшно. Видеть все эти видео. Сейчас я вам продемонстрирую пример, то, что когда человек там снимал в своем городке, когда он приехал в 7 вечера, еще была улица пустая, то есть он подъезжал к дому, через минут 20 она уже была вся заполнена машинами. Это улица, то есть, представляете, в 7 вечера, естественно, все люди возвращаются с работы. Такое время опасно, в принципе, в смысле, когда пробки, когда очень много людей на улице, и все едут на машине. И уже около 8, там без 10-8 улиц все машины уже плавали. Плавали, это чуть ли не по крыше. А оповещение пришло только
80 с небольшим, когда уже, в принципе, было поздно даже об этом говорить. Сама Валенсия не пострадала. И что могу сказать? Вообще, в целом, регион Валенсия известно это явление Дана, то есть когда происходят такие наводнения, когда приходит такой холодный поток и нереальный ливень. И власти ничего так и не делают. То есть это происходит периодически через каждое какое-то количество лет. Я видела разные данные, там и 20, и 15 лет назад и так далее. Но так правительство ничего не делает. Было сделано только при Франко, когда в Валенсии в 1957 году произошло сильнейшее наводнение, тоже с большим количеством жертв. Реку из Валенсии убрали. И как, не знаю, кто если посещал Валенсию, Валенсия очень красивый город. И там есть парк Турия. Это русло бывшей реки, который находится город науки и искусств. Там большая велосипедная площадка, прогулочная, очень красивое, большое такое место. Благодаря этому Валенсия теперь не страдает от наводнений. Это было, конечно, отличное решение для города. Но также и в других городах нужно что-то делать, которые находятся в низине и страдают от таких последствий, которые происходят часто в этом регионе. То есть, например, про провинцию Малга я такого не слышала. Да, у нас вот эти пуэбло, которые страдают, Аура, Картама. Это все пуэбло, которые находятся рядом с разливом реки Гуадалёрсе. И там часто бывает тоже наводнение. Не до такой степени, но бывает. То, что вот в этот раз тоже люди тоже потеряли дома. Насколько я слышала, погибших именно в нашем регионе, может быть, один человек, либо в Андалусии. То есть именно погибших я не слышала, но на это не акцентируют. А в Валенсии, по официальным данным, на текущий момент, сегодня понедельник, 4 ноября, сейчас 217 погибших. Но это далеко не окончательная цифра, потому что еще ничто не разобрали, еще все это убирают, чистят, и не знаю, сколько месяцев это будет все чистить. Самое ужасное, почему все это произошло, я слушала испанского адвоката и других умных людей, которые анализировали. Самая большая причина – это политика. Как ни странно, то есть партии занимаются своими междуусобными играми вместо того, чтобы помогать людям. Правительство местное Валенсии принадлежит партии ПП, Партидо Популяр, а глава правительства у нас президент Педро Санчес, он из ПСОЕ, социалисты. И они друг с другом не ладят. Вина, конечно, местного управления, что они людей заранее не предупредили об этой халатности, то есть не сказали, что остаться дома, там, не бежать на машинах или до много часов. То есть, и это было известно, что вообще что-то будет очень серьезное. То есть не то, чтобы совсем никто ничего не знал. И тем более даже когда уже вот это позднее оповещение в 8 вечера, когда, естественно, это было известно, но само правительство Валенсии, оно не просило о помощи. А Педро Санчес, он сказал, причем это даже не на первый день, а на второй день: ну, если вам нужны какие-то средства, вы нас попросите, скажите. То есть, в принципе, я так думаю, он понимал, что что-то происходит, но ничего не предпринимал. El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Как говорят, вообще при таких чрезвычайных ситуациях вообще должно действовать именно главное правительство страны, а не только местное самоуправление, и все на него отдавать. То есть, получается, они кидали друг на друга шапки, а главное правительство не хотело быть виноватым в такой трагедии, причем было понятно, что будет огромное количество жертв, тысячи. Сейчас вот 2010 пропавших, нет никакого списка. Сейчас уже люди создали сайт, где можно отмечаться, кто где находится, то есть или кто там, люди пишут, звонят, если не могут найти своих родственников, друзей. И появилась хоть какая-то система, потому что полиции даже ее нет. В результате таких политических игр помощь к людям не пришла. Еще в первый же день, то есть на следующий день после этого произошедшего, Франция предлагала помощь, 200 пожарных, Италия предлагала помощь, Эль-Сальвадор, страна, президент тоже ее предлагал помощь Испании, и все было отказано. Непонятно почему. Местное правительство так и не просило. И в результате в самом правительстве первые 4 дня вообще ничего не говорилось об этой проблеме. То есть все службы, такие как пожарники, полиция, гвардия сивиль, то есть гражданская армия, они были готовы помогать людям, но им это не позволяли делать. То есть они без приказа не могут действовать. Они это очень долго ждали. И Педро Санчес, то есть в первые дни только отправил всего лишь 500 солдат. Причем того, что в Испании их 1000. И только на 4-й день он вышел с заявлением. И, то есть это в субботу, во вторник произошло вечером, в
в субботу он вышел заявление, отправил еще 10 тысяч солдат, а пожарники, которые очень долго ждали, из таких службы МЧС, я знаю, допустим, пожарников из Малаги, из страны Басков, отправили только в воскресенье. Да, через 5 дней после того, как все это произошло. И причем сколько, естественно, все понимают, что самый важный это первые 24-48 часов, когда можно спасти людей. А сейчас это уже просто искать трупы. Знаете, вся помощь, которая приходила в сети Пуэбло Валенсии, это благодаря волонтерам. Многие ютуберы, инфлюенсеры, журналисты, там, адвокаты везде постили видео, призывали людей. Я видела видео, когда в Валенсии, тут в парке искусств, собралось порядка 100 тысяч человек. С учетом того, что Санчес отправил всего лишь 500 солдат. Но это просто, знаете, такой театр абсурда, маразм, который невозможно понять, когда речь идет о человеческих жизнях. Части пожарных, некоторые там полицейские и армия переодевались в гражданское, чтобы не было их формы, и отправлялись как волонтеры. Так поступили и пожарники французские. Еще была такая ложка дегтя у французов. Есть очень супер техника по откачиванию воды, очень мощная, которой нет в Испании. Так им не позволяли ее запускать, они сдали разрешение. Короче, очень много вопросов, нет ответов на это все. Еще пример такой, таких случаев очень много. Отправили 2 вертолета из Малаги в Валенсию с пожарниками. Они там пробыли 2 дня, это были самые первые 2 дня. Из-за тем, что им нечего там было делать. Представляете, столько городов пострадало, 1000 людей, но им там нечего было делать, им не дали никаких заданий, и они вернулись в Малагу. Вот такой абсурд у нас сейчас происходит в Испании. И непонятно, когда вообще очистить эти города. Только фактически все началось с воскресенья. И вот сейчас в понедельник, я знаю, что отправились бригады пожарников в Валенсию. В общем, из Малаги, видела видео, они просто показывают города. И там просто куча мала вещей. Вы представляете, вот первый этаж всех зданий, то есть там все разрушено, на улице бардак, все вот в этой глине, они нереально грязные. Так еще, какая еще может быть проблема в будущем, то есть уже в ближайшем. Огромное количество волонтеров помогает, а всех предупреждают, чтобы все носили резиновые сапоги, перчатки, одежду полностью закрытую, потому что эта вода, она застоялась, в ней уже непонятно, что там плавает, помимо трупов и всего остального, люди, животные, я не знаю, бензин, машины, там просто месиво. Соответственно, даже вот сейчас я сегодня слышала новость, то, что правительство Валенсии говорит о возможной эпидемии столбняка. Из-за того, что не оповестили людей, теперь мы разгребаем глобальные проблемы. И люди настолько озлоблены на правительство, как король с королевой и президент Санчес, они приехали в самое пострадавшее Пуэбло, Пайпорта, только в воскресенье. Естественно, как вы думаете, как люди их приняли? Естественно, на кофе и чай не приглашали. Я не знаю, что они ждали. Там были просто обвинения во всем. Санчеса обзывали убийцей, потому что столько людей пострадало. Они причем приехали в этот город. Там одни волонтеры, никаких специальных служб, которые должны защищать и помогать в этой ситуации. То есть со швабрами, с щетками, с чем, то есть они убирают. Они начали на него уже его колотить. Он побежал быстрее, Санчес, в машину, бронированная. Так что он потом сказал в соцсетях, когда он убежал? Что на него напали маргинальные люди. Я просто была в шоке. Там были обычные женщины и мужчины, волонтеры, которые убирали город. И также еще потом показали какое-то фейковое фото, что у него машина, заднее стекло разбито, у бронированной машины, как можно четко его разбить. Все это понимают, но вот такой фарс. И, не знаю, Санчес, он вообще врет, не краснеет, это все давно знают. Сейчас запустилась в интернете, то есть в Инстаграме, то есть за ними я просто больше всего смотрю, огромное количество тысяч людей, которые хотят, чтобы он ушел, вообще, чтобы все правительство ушло, естественно, его во всем обвиняют. Там. И 15 ноября во всех городах Испании планируются манифестации вот всей этой ситуации, что произошло. И знаете, что больше всего поражает в этой ситуации? Испанцы очень спокойные, добродушные, им всегда no pasa nada, ничего страшного, я не знаю, повышают цены, ничего они не выходят.
Но настолько их все допекло, многие потеряли все, дома родных, и они просто обозлились. И сейчас вообще в интернете такая фраза «Pueblo salva al pueblo», что значит «люди спасают людей». Помогает огромное количество молодежи, также многие инфлюенсеры, там известные даже ведущие, например, вот Икер Хименес, который я упоминала, и известный тиктокер Анхель Гайтан, он владелец вообще, он не просто тиктокер, у него своя мастерская, автомастерская, очень успешный, там он владелец бизнеса и крупный тиктокер, у него 3,5 миллиона подписчиков. Они вместе с Икером еще там с кем-то приехали на следующий день, после того, как произошла авария в пострадавших города, они восстановили там связь, там не было то ли электричества, интернета, они восстановили там связь, они снимали видео везде, показывали, а правительства и никаких служб нигде не было. Ну, это очень многие снимали, просто люди в шоке. Я хочу вам показать то, что не все потеряно, люди реально друг другу помогают, столько вещей было о спасении, там, когда человек с машины зацепился за карниз, и соседи увидели, и его с балкона там с помощью простыни его поднимали, то там, допустим, владелец парикмахерской, все его помещение затопило, каким-то образом он перешел в другое помещение на этом же первом этаже, там была форточка, там он уже был почти все под водой, соседи это услышали, увидели, там тоже спустили как-то просто, кто-то там помогал, они его вытащили. Это просто нереальное спасение. Я таких видела очень много. Даже находили ребенка, младенца, через 2-3 дня после того, как все это произошло, потом нашли его родителей. Но это, конечно, капля в море по сравнению с какое количество жертв и какие последствия трагедии для города, и сколько это все будет очищаться. Это явно месяцы, это не неделя, не дни, это месяцы, я даже не знаю. Если посмотреть видео, сейчас весь регион, такое ощущение, будет покрыт глиной, такой рыжий, все. И даже, например, рядом с Валенсией есть один из крупнейших торговых центров, в котором парковка на порядка 2000 мест. Парковку несколько этажей полностью затопила по уровень торгового центра. На сегодняшний момент там откачали воду, ищут людей. На данный момент говорят, что никого пока не нашли. В смысле, никого там из людей нету. Ну, еще продолжают, естественно, поиски, все смотрят. Как-то сложно это верится, либо от нас, как говорит, телевидение все скрывает. Очень сложно верится, что пока так и продолжается у нас количество жертв 217, еще такое количество разрушений. И сколько машин, они даже уже закопаны в глину. Не просто сейчас то, что уже вода сошла, либо где-то там откачивают, то есть больше всего там глины, грязи. Просто все очень грязное. Поэтому всем этим людям нужна огромная помощь. То есть я как только увидела у многих известных блогеров там из Малаги, естественно, испанских, не русских, сразу стала размещать. И что людям в первую очередь нужна? Конечно, естественно, одежда, еда. Ну, это, в принципе, люди часто приносят. Также требуются обязательно средства для уборки, то есть щетки, ведра, метлы, вот это все, лопаты, все такие средства. И плюс средства защиты и дезинфекции. И тоже расскажу о очень приятном случае. Есть два очень крупных инфлюенсера в Малаге, два молодая пара, Карлос и Наталья. У них примерно где-то по 500 тысяч подписчиков. Они в эту неделю, когда произошло это событие, были вообще в отпуске. Только в субботу возвращались. Но они оповестили, что они организуют грузовик, куда можно принести вещи, и они поедут в Валенсию на следующий день. Это было как раз в моем районе Театинос, напротив факультета права. Там просто пробки из машин. Я не знаю, какое количество людей, сложно посчитать. Просто город всего, какое люди несли. И там было, не знаю, сколько грузовиков. Это все их заполнили. Мы просто уже ушли. И потом я смотрю, что он показывает видео, уже ночь, там 9 или 10 вечера. У них еще куча осталось еды и других вещей, а грузовиков нету. Ну, конечно, благодаря тому, что все-таки у него очень много подписчиков, нашли какую-то организацию, человека, который предоставил громадный трейлер. Не просто грузовик, там громаднейший трейлер.
и они смогли все это увести. Просто не представляете, какие были эмоции у людей. Это было просто супер. И знаете, что еще поразило, что было огромное количество молодежи, не только взрослых, то, что будущее есть, люди осознанные и понимают, что нужно помогать. И хочу дополнить, потому что в связи с этой трагедией, что в Валенсии нереальные жертвы и самые большие разрушения, все забывают о том, что в провинции Малага есть тоже пострадавшие люди, которые потеряли дома. Да, не в таком количестве, но они тоже есть, и им тоже нужно помогать. Потому что сейчас по всему городу Малаге, ну и в других городах Испании собираются все сборы для Валенсии. Поэтому, где я нашла информацию, например, в моем районе Театинос есть центр эстетики Соня Пеня, куда я относила тоже вещи. И я размещала всю эту информацию в Инстаграм. Под моим видео я оставлю важные ссылки, куда можно еще отнести. Но вообще, конечно, их просто огромное количество. И заходите в мой Инстаграм, там есть вся информация. Если кому нужно лично, пишите, я напишу также в комментарии. Вот такое грустное видео получилось в этот раз, нетипичное для меня. Но я считаю, нельзя об этом молчать. Тем более в русскоязычной среде очень мало об этом информации. И поэтому, если будут какие-то вопросы, пишите в комментарии, я ставлю ссылки. Но вся информация в основном у меня в Инстаграм, также в Телеграм пишите. Если что нужно, я помогу, размещу информацию. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Адиос, пока. Madre mía.